Всем привет! Вы смотрите «Мир музыки», меня зовут Владимир Исаев, и сегодня мы подробно остановимся на гитаре Паулетти Nancy Lounge. Это, в отличие от большинства Паулетти, которые мы уже посмотрели, не стратокастер, это телекастер Thin Line, то есть пустой телекастер с хамбакером в нековой позиции. Так что поехали, послушаем, посмотрим, почему это такая интересная гитара. Итак, телекастер Thin Line. Если взять срез гитар между Лес Полом и стратокастером, что, на мой взгляд, две, наверное, самые контрастные гитары, максимально далеко друг от друга, там много дорожек между двумя этими гитарами. По одной можно прийти к Ибанезам, по другой можно прийти, там, не знаю, к PRS. Вот по одной из них можно прийти к телеку Thin Line. Потому что эта гитара аккумулирует в себе преимущества и традиционных гитар телекастера, стратокастера, телекастера, очевидно, и берет что-то к себе от Лес Пола. Что же тут от телекастера? Довольно очевидно. Здесь форма, бриджевый датчик, компоновка ручек громкости, тона, переключалок. От Лес Пола здесь хамбакер в неке и, конечно же, полости. Потому что полости на Лес Полах, на Gibson стайл гитарах появились раньше, и звучание полых гитар скорее ассоциируется с гитарами этого бренда. Здесь же на телекастере Thin Line вы получаете что? По звуку. По звуку вы получаете бриджевый датчик с телекастера, который, естественно, может звучать ровно так же, как ты и ждешь от телековского бриджа. Такой контрёвый, твенговый, при этом, если ты включаешь перегруз, кусачий, жирный, классный. Нековый звукосниматель, хамбакер. И вот мне кажется, он набирает чуть-чуть больше низких частот, которые от полости в деке как раз набирают, скажем, обороты. И нековый датчик звучит очень похоже на где-то на 335. Я не буду говорить на джазовые банки, даже на Лес Пола, только если на вот эти модерновые Лес Полы с полостями, наверное, на 335 больше похож. Он такой довольно джазово-мягкий. Естественно, на перегрузе такой датчик дает нам такие классические 335-е Лэри Карлтоновские оттенки в звучании. Не очень похоже на традиционный телекастер. И, конечно же, безусловно, средняя позиция на Thin Line — это очень популярная позиция. Это телеки и Thin Line в частности, это гитары, на которых среднюю позицию никогда нельзя забывать, потому что в ней как раз сконцентрировано все. Если послушать только отдельно нек, он, правда, такой мягкий, даже, возможно, чересчур округлый, и не прорезается через любой микс. Бридж, наоборот, настолько терпкий, что его надо придумать, как использовать. То есть он, очевидно, классно звучит в кантри, очевидно, классно звучит там в части чёсовых и таких однонотных партий, типа. Но вот смесь этих двух датчиков дает очень мягкий, но супер читаемый звук. Это то, за что Thin Line ценятся среди сессионных музыкантов, которым нужно сыграть сегодня рок, завтра попсу, послезавтра кантри, и, естественно, большую часть времени проводя в попсовом миксе, Thin Line дает такое количество вариантов тембров, что сразу понятно, что гитара максимально универсальна в именно такой вот сессионной атмосфере. Итак, я все рассуждаю за Fender Thin Line Telecaster, а в руках у меня Паулетти, и, казалось бы, да, почему же я тогда не говорю сразу только про Fender? Да потому что, во-первых, это немножко другая гитара, а она отличается. Она отличается прежде всего своим уникальным концептом материала корпуса. Как видно, это не просто какая-то коричневая деревяшка, это на самом деле каштан, который, если вы не знакомы с концепцией Паулетти, то это не просто каштан, это на самом деле каштан, из которого делались винные бочки, в которых настаивалось итальянское вино. Или как там, выдерживалось итальянское вино. А сам Паулетти получил в наследство винные, как это правильно называется? Погреб. Шоле?
погреб, да. Погребочек. И увидел, что там куча старых бочек, которые уже не предназначены для того, чтобы в них выдерживать вино, зато из них можно сделать гитары, и это, соответственно, каштан, которому больше 100 лет. И кроме очевидно красивой басни, это еще и гитара, которая довольно уникально выглядит, потому что этот самый каштан, он заметен. На Ютубе сейчас очень большое количество разных музыкантов, многие купили себе Паулетти, и их всегда видно. Сейчас, если посмотреть, кто на сцене выступает с Паулетти, это гитары, которые легко отличимы внешне и на самом деле очень быстро узнаются. Как только ты подержал парочку, ты уже сразу руками осознаешь, что окей, вот это гриф, который гитары Паулетти делают, который не совсем похож на среднестатистический гриф, он чуть-чуть отличается. Это, как всегда, сложно объяснить словами, но чуть-чуть он отличается. Он такой в меру толстый, при этом не широкий. Я бы назвал его средним грифом, если сравнить с толстыми грифами на R9 Gibson и на Stratocaster 62, то вот этот гриф потоньше. Но это ни в коем случае не ибанезовский, может быть, ибанезовский с серии AZ. Короче, долго рассказываю про грифы, но они очень приятные на ощупь, мне понравились. Довольно специфичные у них латунные, медные пикгарды, струнодержатели, которые они делают сами. Здесь, на самом деле, прикольная пепельница, потому что пепельница с одной стороны полная, а с другой стороны срезанная. Вот сейчас я пока играл, я все думаю, наверное, буду упираться, как на винтажных телеках, когда играешь. Там вот эта пепельница, она такая большая, что играть неудобно. Здесь все супер, ничего нигде не кусается, очень гладенький, прикольный, приятный бриджик. Седла, которые по 2 седла на струну, но при этом с компенсацией, то есть они строят. Здесь, опять же, прикольные вот эти вот Паулетти, специфичные для них крутилки потенциометров, сделанные из гильзы от дробовика, правильно? Гильза от дробовика. Гитара по концепции очень узнается, она очень своеобразная. Сама по себе гитара звучит, вы сейчас еще услышите и за этот ролик, как она звучит. Естественно, я предлагаю всем прийти и послушать самостоятельно, потому что, тут есть что послушать.
гитара звучит классно, уверенно, она прекрасно строит. У нее, как я часто всегда говорю, она обладает долгим суставом. Октаву я сыграл это не к тому, что гитара строит, и я настроил октаву, молодец, а к тому, что волчков нет. Гитара отлично себя ведет, отлично себя показывает в игре. Никаких нареканий к ней, естественно, нету. Звучит уверенно, отстроена прекрасно. И, как и у любой дорогой, хорошей гитары, у нее есть особенность, за которую я больше всего ценю. Это то, что когда ты уносишь гитару из магазина, она хорошо отстроена, это понятно. Но когда пройдет год, будет ли она так хорошо отстроена? И здесь гриф из печеного клена, дека, который больше 100 лет, с ней ничего не произойдет. Она будет ровненькая, ей нужны будут минимальные вмешательства по, там, не знаю, подкрутить анкер, разве что, там, периодически там потрогать, может быть, седла чуть-чуть. И все с гитарой проблемы, которые будут появляться, это, ну, например, лады вы сыграете, да, сотрете бендами, вибрато и так далее. Но это нормально, это с любой гитарой произойдет. По порожкам то же самое. То есть, но при этом гитару можно взять в тур на гастроли и не бояться, что вы сегодня приехали, там, не знаю, с морей, а завтра вы поедете в какой-нибудь суперсухой климат, и что гитару всю перевернет так, что ее надо будет нести к мастеру и там менять в ней все, менять в ней гриф. Я думаю, что такого не произойдет. Не то, что я думаю, я уверен, что такого не произойдет, потому что такие кастом-шоп гитары делаются один раз и на многие, на долгие годы. Ну а кроме того, в чем преимущество такого кастом-шопа? Ты же гитару держишь прям руками все время, ты касаешься, пока ты играешь, ты слышишь, как гриф вибрирует, как он резонирует. В деку отдает вся дека, ходит ходуном, пока на ней играешь. Ты практически телом ощущаешь, какие ноты ты извлекаешь и как она играет и так далее. Есть очень простой тест, если вы хотите понять, почему гитары стоят столько денег и почему дорогие гитары — это вообще то, что доктор прописал, не надо смотреть, ну, не то, что не надо смотреть, и то, почему люди выбирают себе для профессиональной работы дорогие гитары. Попробуйте взять просто среднебюджетный, уверенный какой-нибудь телекастер, условно даже там за 100 тысяч, может быть даже за 150, и сравнить его напрямую с Паулетти. И вы увидите, насколько это все равно отличается. Она очень приятная, тактильная на ощупь гитара. Я говорю, это неописуемые чувства. Ты просто, когда берешь в руки дорогую, классную вещь, и она тебе как бы подтверждает, почему она столько стоит. У меня нет никаких аргументов, почему она должна стоить не своих денег, почему она должна стоить, там, не знаю, втрое дешевле. Она не должна стоить втрое дешевле. Ты берешь ее в руки и думаешь, ну да, ну вот столько, окей, хорошо, что она стоит не в 2 раза больше, потому что с такой легендой можно было бы попросить в 2 раза больше денег, как вы думаете. Вот такое мое мнение по поводу гитары Паулетти Nancy Lounge. Если вам понравился этот ролик, ставьте нам лайк. И, конечно же, пишите нам в комментариях свое мнение, что вы думаете по поводу дорогих гитар, нравятся вам вообще гитары Паулетти. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Какой бы написать такой... Слабо написать риф на 3 аккордах, которые уже не написали AC/DC. Слышал, да, интервью с этим самым Ангусом Янгом, где ему говорят... А вот как вот вы вообще относитесь к тому, что у вас 17, по сути, одинаковых альбомов? Он такой, 18.